Сегодня у нас поход. Надеюсь, громко не будет. Что ты с лесом делаешь, дядя? Зацени. Я рад вас приветствовать, уважаемые зрители, вы на канале Днепропуть. Это уже 5-е видео на данном канале, но прежде всего хочу вас всех поблагодарить за первую 100 подписчиков на нашем канале. Это, кстати, указывает явно на то, что мой канал смотрят уже не только мои родичи, друзья, однокурсники, родичи друзей, родичи однокурсников и так далее. Явно это указывает на то, что на этом канале хоть какая-то есть аудитория внешняя с Ютуба пришла, да? Сегодня у нас поход. Мы идем практически через всю посадку нашу Диевскую. Ну ладно, не через всю, через центральную и западную ее часть. Погодка, вы знаете, просто шикарно. Несмотря на то, что сегодня... Что там, середина февраля, утром было примерно градусов -5, сейчас где-то -2. Сегодня посетим несколько интересных мест по нашему маршруту, но главная наша сегодня цель — это ставок Фоки. Местный ставок, там ближе он ко второй Диевке. В общем, уважаемые зрители, сегодня у нас в выпуске специально приглашенный гость, скажем так, гвоздь нашей программы. Этот человек, вы знаете, не нуждается в представлении, поскольку все его знают. Это самый серьезный человек у нас в городе. Но если вдруг кто-то каким-то образом этого человека не знает, я рад вам представить Дэна Днепра. Дэн Днепр, я вас приветствую. Спасибо, да, что пригласили меня. Спасибо, что пришел. Поскольку ты не такой опытный в нашей Диевской посадке, как бы ты еще не был здесь, да? Ну, мы только там на экране на велосипедах проезжали. Оператор Дмитрий, кстати, как всегда, за кадром. Ваш всеми любимый, он наконец-то выздоровел. Сегодня для тебя, короче, Дэн Днепр, есть определенное испытание. Я намалевал дома, сидел по вечерам, нарисовал 2 карты Диевской посадки. Смотри, сегодня мы дадим тебе карту, ты нас должен довести от пункта А до пункта Б. Еще дадим тебе компас. Справишься с задачей поставленной? Постараюсь. Отлично, мне нравится твой настрой. Вот тут недалеко наш первый пункт нашего путешествия — это грибница так называемого зимнего опенка. Или как этот зимний опенок по-научному называется? Фламулина бархатисто-ножковая. Ужас. Значит так, Дэн, давайте сразу сориентирую. Значит, смотри, мы сейчас... Где-то тут. Вот тут вот. Вот здесь вот. Вот тут мы в прошлый раз в первом выпуске полили костер. Вот это первая Диевка. Вот тут вот западный. Нужно отсюда прийти вот до этой будки. Это наш главный ориентир. По пути нам нужно заглянуть на Копятом зимнем. Там пару деревьев, на которых они растут. Потом вот эти вот 3 места, в знаках вопроса я их позначил. Тут, короче, какой-то курган. А здесь воронка от снаряда, по идее. Либо просто какая-то огромная землянка. Я там когда-то очень давно был. Вот он, компас. Держи. Это серьезный компас, смотри внимательно. Компас Киндера? Ты чё? Какой с Киндера? Это высокото... Да, это с Киндера. Короче, пока вот там Дэн Днепр сейчас разбирается с картой, подсними это. Вот сейчас он там разбирается, сейчас ознакомливается со всей местностью. Я хочу, чтобы выглядеть как настоящий выживальщик, крутой, типа профессионал, да? Ну сюда вот нож свой прикрепить. Я раньше думал, по тупости своей, что это точилка для ножа. Если в комплекте у вас идет такая хрень, это стропорез, которым надо резать в экстренных ситуациях ремни безопасности те же, допустим. В общем, не точите об этом ножи, пожалуйста. Так, я похож на выживальщика? Ну да, есть немножко. Все, замечательно, отлично. Знаешь, что делают? Именно вырез комментарий, ставил видео. Как боком, понял, именно вырез, показать, кто именно стал, какой комментарий. А хотя зачем? Ну, вообще так делают. Ну можно, но зачем на человека прямо как? Короче, сейчас Дэн Днепр меня куда-то ведет, я ему дал карту, компас, куда-то он меня нас ведет, я не знаю. Вот. Надеюсь, приведет. Первая наша цель — это зимние грибочки. Короче, вот эти зимние опята, они плодоносят прямо от осени до весны. То есть они там примораживаются немного зимой, но тем не менее их есть можно хавать. Они съестные. Вот. Пойдем. Нельзя отставать от Дэна Днепра, потому что вдруг он уйдет, а карта у него.
Короче, на деревьях не виднеются эти опята зимние. А я помню, ведь когда-то на одной из этих деревьев залазил мой отец, срезал там эти опята, а я их ловил снизу. Мы их так нормально там тогда насобирали. Нашли только вот это вот. Сморщенные какие-то. На деревьях ни хрена нету, чисто голяк. Возможно, уже кто-то их пособирал. Значит так, Дэн, покажи, пожалуйста, где мы сейчас. Я хочу проверить твое ориентирование. Мы находимся где-то тут. Правильно. Вот этот мы опята зимний тут искали. Тут перекресток, мы пошли сюда. Дальше мы идем сюда. Потом доходим до будки. Это наш чекпоинт главный. Куда мы сейчас двигаемся, если судить по компасу? Это и по вот этим вот указаниям. Так, Вот смотри, вот туда вот. судя по компасу. Вот красная стрелка, север там. Теперь разворачиваю красную стрелку, чтобы норд был. Разворачиваю, доворачиваю. Куда мы сейчас двигаемся? Это что? Север. Это не север, дядя. Я плохо в географии. Это вест. Это вест, запад. Значит, двигаемся сейчас на запад, да? Да. Все, пошли. Скажем так, главный хищник в Диевской посадке — это обычные бродячие собаки с западного, с Диевки 1, Диевки 2 и так далее, и так далее. Ниже по пищевой цепочке дальше идут лисицы. Я пару раз видел, один раз в детстве, когда-то давным-давно в другой части посадки видел с дедом вдалеке лисицу. И недавно с отцом видел мертвого лиса. Что вообще, в принципе, можно интересно рассказать про эту посадку? Ну, то, что в 60-х здесь водились чупакабры, это наверняка уже все знают, это очевидная истина. Я вам это рассказывал в одном из прошлых роликов. Вот тут сейчас там где-то вылетит подсказка. Да не туда, дядя, на меня камера. Вот здесь вот просто в углу. Вот там. Да не, что ты... В общем, вот там где-то... Ты придурок? Да. Короче, вот сбоку где-то вылезет подсказка. Да что ты... Как я уже сказал, в прошлых видосах говорил постоянно, что... В общем, эта посадка, она была искусственно посажена. Не знаю, когда конкретно. Мой дед в детстве, мне он рассказывал, что в его молодости он с его родителями ходил, сажал, получается, какую-то часть посадки где-то за больницей 4-й. Короче, когда мы зайдем уже в западную часть посадки, вот там уже будет тропинок крайне мало. Там уже действительно будем передвигаться по пересеченной местности. И где-то там как раз уже окантуемся и постараемся развести костер. У меня сегодня по традиции банка тушенки, макулатура, которую нужно спалить. Вот это, кстати, слышно мусорный полигон. Там работают машины, возят мусор, его типа перерабатывают там. Местные жители в Диевке жаловались на то, что оттуда воняет постоянно. Это чисто либо какой-то кратер от бомбы, в чем я сомневаюсь, конечно. Это либо какая-то землянка. Можно долго гадать, думать, что это конкретно такое. Я обнаружил место преступления. Мало того, что здесь кого-то растерзали пернатого, так еще и остался скелет. Ну, кстати, перья довольно-таки большие. Может, чайка. Потому что чайки очень часто пролетают в Новокадацком районе. Они летают постоянно, короче, от Днепра на этот мусорный полигон. На полигоне они хавают, а на Днепре они гнездятся. Мне, по крайней мере, это рассказывал отец, и я посчитал это более-менее логичным. Поэтому часто, если вы живете в Новокадацком районе, там в районе Диевки, Красного Камня, Паруса, вот этого коммунара западного, то можете часто слышать, как вот это... ненормальные. Сейчас идем в ту сторону, на следующее место дислокации. Короче, на каких-то картах оно даже позначалось как типа кувшинчик, типа какое-то историческое место интересное. Посмотрим, что оно из себя представляет. Еще один интересный факт. Вот в этом районе, где мы сейчас находимся, я смотрел аэросъемку немецкую 41 года. Вот в этом районе были блиндажи, видно, просто видно блиндажи, окопы и так далее. Потом это все, их там закопали, видимо. Но их прям четко видно. Даже на монтаже, возможно, покажу этот момент на этой карте. Короче, мы пришли на вот этот вот холм, курган. Не знаю, что это, понятия не имею. Почему это место представляет какую-то историческую ценность по данным вон той карты. И опять же вам в качестве доказательства на монтаже вставлю момент из этой карты. Тем не менее, как оказалось, тут в принципе ничего нет.
Опа. Будто что-то летит. Мы прошли, чтобы вы понимали, сюда зашли, опять на перекресток, пошли. Здесь на опушку зашли, потом сюда, на этот кратер, сюда, и теперь надо сюда. Потом приступаем ко второй фазе нашего похода, достаем вторую карту. Виднеется цивилизация. Будка. Ориентир. Итак, сейчас достаем вторую карту. Что ты заморался, Дэн? Да. Трошечки. Вот это Кондратюка улица выходит на первую Диевку. А там, кстати, виднеется Днепр и левый берег. Я бинокль доставать не буду, потому что на нашем пути еще встретятся более живописные виды. Дэн, соедини их как-нибудь. Вот эта будка, где мы сейчас, и вот она на второй карте. Оп. А ну-ка. Да, правильно. Ну, хотя чуть-чуть я тебя подкорректирую. Вот так. Мы с западного на велосипедах обычно вот так едем. Вот по этой дороге мы постоянно ехали в Таромск, в Трудевку, да? Ой, помню, отлично. Вот она будка. Здесь гораздо меньше тропинок, потому что она менее обитаемая, менее протоптанная. Мы пойдем как-нибудь вот так вот. Ого, ничего себе моднявые перчатки, слушай. Ладно, не отвлекаемся. Так вот. Вот тут какое-то строение заброшенное. Я так подозреваю, что это какие-то старые дома заброшенные, где можно что-то полазить, поискать. Не в плане закладок. Не надо вот это вот всякое придумать. А в плане кладоискательства. Тоже так себе звучит, кладоискательство. Ну, короче, с металлодетектором туда надо будет ходить. Что ты опять делаешь? Что Я ты даже вступил компас. Компас. Все, класс, вообще. Компас, все класс, вообще. Ладно. Ну то он не улетит никуда. И будешь хорошим координатором впереди, а я буду сзади на карту смотреть и на компас смотреть. Как раз будет прямо. Обожаю своих друзей. Потом пойдем на Фоки, вот сюда, вот здесь тоже какие-то заброшенные пару домиков есть. Вот тут мусорный полигон, то что там ездили какие-то машины. А вот здесь цыганский табор. Да что ты делаешь там? Ты... Все, Днепр, погнали. Все, покидаем как бы оставшиеся клочки цивилизации и направляемся снова в гущу леса. Погнали. А давай, ну быстрее, ну что вы там Вот тут это урище. Вроде, казалось бы, не так слишком высоко, но все равно. Мы должны это преодолеть. Да, Кирилл? Ну хотя тут метра 3 максимум. Да нет, тут не 3, тут 2 метра. Я напоминаю, вы на канале Днепропуть. Обязательно подписывайтесь, отправьте это видео своим друзьям, родичам. А мы продолжаем перелазить вот это урвище. А может просто обойти? Не интересно. Лучше экстрим. Да. Дим, ты тоже будешь такие? Ну интересно же. Оператор Дмитрий соизволил самостоятельно пройти данное испытание над пропастью в 2-3 метра. Дэн, Днепр, нет! Дэн, держись! Дэн, ты цел? Слава богу, я аж начал переживать. А ты-то снимал, как я падал? Ну, чуть-чуть подснял. Качество съемки немножко ухудшилось, поскольку я начал снимать на свой телефон. Дэн, давай руку. Сейчас я наслаждаюсь моментом этим. Ты же понимаешь, что у нас уже световой день заканчивается. Нам еще успеть до Фоки дойти, до ставка. Да. Я чувствую опору под ногами. Победа. Мужик. Так, Дэн, доставай карту. Будем сейчас думать, где мы оказались. Я так подозреваю, что мы сейчас на вот этой вот длинной тропинке. Я предлагаю дойти до конца, до вот этого момента, до ее поворота. И повернуть на запад снова. Также подписывайтесь на инстаграм Дэна Днепра. У тебя есть инстаграм? Конечно есть. Подписывайтесь на инстаграм Дэна Днепра. Ссылка будет обязательно в описании. Также подписывайтесь на инстаграм оператора Дмитрия. Ссылка будет тоже в описании. Вот. Ну а мы сейчас идем вон туда. Кстати, интересно, такая красивая тропиночка, грунтовочка. Дэн Днепр, ты что бушуешь? Что ты с лесом делаешь, дядя? Он мне мешает. Ну, так надо быть, понимаешь, тут как рыба в воде. Нужно познать, под какое бревно нырнуть. Вот здесь, короче... А я Ты могу понял? нырнуть в само бревно и ему разбить хребет. Бревно? Да. Знаете, вот пока Дэн Днепр не слышит,
Знаете, почему я с ним дружу? Не просто потому, что там связи, хороший человек, все дела. Я с ним дружу, потому что враги его долго не живут. Поэтому делайте определенные выводы. Да, Дэн? А? Пошли дальше. Нет абсолютно никаких тропинок, но вдали где-то должна быть тропинка, на которую мы должны выйти. Надо будет посмотреть, что там сейчас происходит. Типа какой-то свал. Мне страшно, если честно. Шальная пуля чуть не повредила моего оператора Дмитрия. Нужно аккуратнее вести себя в лесах с акацией. Так, дорогие друзья, смотрите, когда вы гуляете по такой местности, кайфово вообще, самое то для гуляний. Берете, одеваете портфель себе на пузо, так будет легче, он не будет цепляться сверху там. Потом берите, одевайте какой-то капюшончик, потому что вся эта хрень будет западать вам за шиворот, будет неприятно. Особенно летом будет западать там какие-то клещи. Видимо, Дима решил пойти моей тропой. Это моя тропа. Это моя тропа, твоя была там в жопе. Моя тропа. Здравствуйте всем. И сейчас отдельно репортаж от меня. Точнее я, обнаружил вот эти красивые грибы неизвестного происхождения. Ну, так как я не биологию учил не очень хорошо, я не могу конкретно сказать, что это за грибы. Но я скажу, в школе особо про грибы не учат в плане распознавания их. Может быть, это как раз зимняя опята, потому что не знаю, какие еще могут быть зимние грибы у нас на деревьях в нашей посадке. Дима, нам не туда! А что там? А, Да туда. за туда. Оператор, докладывайте, что там? За той горой находится Винланд. Мы сейчас вот тут. Значит, что мы делаем? Надо вот найти вот эту хрень, которая является каким-то заброшенным зданием, если от него хоть что-то осталось. Сколько у тебя клещей? 2 или 1? 2 было. Опасный момент. Дима где-то подцепил. И тут еще второй был. Я боюсь его трогать. Да они все Но спят. если быстро его сдавить, то нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое переворачивать и кусать тебя? Не режется. Он крепкий довольно-таки. Опять же, извиняюсь за плохое качество съемки. Я спустился вниз. В общем, вот та заброшенная халупа должна быть прямо метров, не знаю, 20 где-то. Я покажу вам ее изображение с карты. Явно же какое-то квадратное здание, согласитесь. Не могли же мы его просто так пропустить? О, так, а вот и, собственно, каркас этого дома. Весьма любопытно. Вон там мои пацаны спускаются. Да, там уже ногой будет просто его. Остатки двери. Кто здесь жил, интересно? Ну, это очень старый дом прям. Что этот дом был не в период электричества. Ну, наверное, бомжи живут. А кто сюда лазит из бомжей, блин? Только мы. В общем, мы обнаружили какой-то старинный дом. Неизвестно по его состоянию, когда он был построен, возведен. Надо будет подчекать все карты и посмотреть, есть ли там этот домик вообще присутствует. Есть, он есть тут на старых картах. Я залез в самый центр этого домика. Мне показалось звуки Этот рык. шалкер. Ну, может. Да нет, не так. Домика.
домика. Домика. Ну смотри, это было с той стороны. Давайте послушаем, может. Кстати, они тоже притихли, так как мы тоже притихли. Да, скорее всего. Здесь стены из глины и соломы. И это прям указывает на явную древность данного сооружения. Не скажу, что это прям какие-то казаческие времена. Это глина с соломой. Есть среди моих зрителей историки? Отпишитесь. Как думаете, к какому временному периоду может относиться данное сооружение? Кирпичи, к слову, также есть. Ну, из кирпичей могла быть печка какая-нибудь условно. О, забор! Это похоже, кстати, на огород. Блин, мы реальные сталкеры. Денис, отойди. Вода есть. Ну, это такой колодец. Ну, вода есть, есть. Ну, Ну, смотрите, мы еще более мы оставили на самое вкусненькое вот этот погреб. Любопытно, что там. Сейчас будет распаковка. Среди всего этого древнего двора. И этот и колодец нашли, и огород, в общем. Я вместе с Кириллом. Денис, відходь. Сейчас будем исследовать, что там внутри. Ты предлагал ломать, я поступлю более цивильно. О, смотри, Що там? там далеко. Опа, інтересно. О, Нашу... Почекай, Кирилл. я подожду вас. Зацени. Ой-ой-ой, дядя. Он поломанный или без фильтра? Он Давай без Денису. Денис, зацени. Консервы есть. Короче, это какая-то обитель, видимо, на конец света. Сумочка какая-то. Надо ее вскрыть и посмотреть, что там. Да, как-то не хочется. Да давай, там что есть. А если это все-таки чье-то? Насрать. Походу, бутылка пластик. С чем-то внутри, какая-то жидкость там. Да, Ниже, там, по-моему, ниже. что есть. Вот. Ну, не интересует меня вот такая хрень как-то. Там пакет. У меня все, у меня хуй причес. Это наркота, по-моему. Да не, это Не? сигареты, Вскрывай. поеденные мышами, упаковка. Это бычки тоже. Сигареты чьи-то. Делать нахрен людям, как коллекционировать сигареты. Вот кто бы мог подумать, уважаемые зрители, что поход в лес, ну, не закончится, но, по крайней мере, в него будет входить обзор такого бункерка небольшого. Весьма любопытное место, ребята, как для похода в лес. Я не знаю, жилое оно или нет, потому что, может быть, какие-то наркоши гуляют или какие-то другие люди неблагоприятного типа, знаете, такое. Я думаю, костер будем разводить уже где-то в районе Фоки, да? Все, запланировали, замечательно. А теперь петляем отсюда. Знаешь, хлеб -то делает, дает типа вес. Если будет долго чиркать, я так на скорую руку понакидывал, то будем с зажигалкой работать. Пропалило мне немножко здесь. У меня уже буймая в бочах. Сырой, наверное, он слишком. Это не я не умею, это пух просто сырой. Пока что так получается, что я ни разу огневом нормально огонь не добыл на этом канале. Да? Ну, первый раз ты добыл, помнишь? А второй раз мы зажигалкой делали, потому что было слишком сыро. Хорошо. Сколько, вы говоришь, 18-15, да? Да, 6 часов. Да хер с ним достаю. Да шо осторожно, я в этих рукавицах.
Неси вилочки. Наша трапеза подходит уже к концу. Все доели, уже жрать нечего, костер догорает. Мы несколько пунктов не выполнили на сегодня. Например, не пошли на холм и не посмотрели с него красивые виды. Надо было пьезоэлемент изъять. Надо. А, и И все? все? Там было так мало газа. Так, это все, подождите, это все обратно. Раскаленные угли. Что там спецэлемент? Пьезоэлемент и мугабелла, скорее всего. А в общем, у меня Let's go, let's go, let's go. дезодорант для обуви недавно закончился. Пожалуйста, не повторяйте это в домашних условиях. Хотя... Так, ну тут... Дальше, дальше. Какой опасный Кирилл. Но оно там на углях нагревается. Суть же в том, чтобы оно нагрелось, да? Да. А не в том, чтобы пламя было открытое. Не, вообще надо. Сейчас подумаю, что стрельба и взрывы. Ну, эхо громкое прям. Да. По телу Металл. такие вибрации. Смотри. Так, господа, короче, мы тут устроили небольшой переполох в Диевке. Поэтому мы сейчас огибаем Фоки, выходим на трассу, на нашу асфальтную. Вот. И покидаем данную дислокацию. Если кто-то подумает, что мы херней какой-то занимаемся, Да, мы ею занимаемся. особенно старшее поколение, то вспомните, чем вы занимались в свои младшие годы. Карбид вот это заливали водой, прыгали в стекловату с 3-го этажа. Ладно, навряд ли кто-то прыгал с стекловату, это уже такой, это уже перебор. Вот шифер полили на свалках. Мы развлекаемся, это лучше, чем в телефонах сидеть, определенно. Учите этот тикток, извините за выражение. Поезд, ты уже за нами, все, быстрее, оперативно. Все, побежал. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу наш поход. Ну, конечно, он не подошел к концу. Нам-то идти еще 2,5 километра до дома, может быть, чуть больше. Каковы итоги можно, в принципе, подвести? Достаточно насыщенный поход у нас сегодня был. Не все успели, к сожалению, но мы еще наверстаем упущенное. Интересное довольно-таки место нашли среди вот тех вот развалин и вот того бункерка небольшого. Днепр, в целом, как вам наше путешествие? Ты сегодня впервые побывал в таком лесу прям в походе, ориентировался по карте, по компасу, собственно говоря. Как твои ощущения? Расскажи. Было сначала сложно найти путь. Главное, что мы Что ты хотел? не потерялись, нашли очень много интересных вещей. Да, и устроили небольшой фейерверк. Чуть-чуть пошумели в Диевке на оставке, ну ничего. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Слава Украине! Конец февраля. Решил наконец-то в этом году открыть велосипедный сезон. Ровно неделю назад мы отсняли с Дмитрием и Дэном Днепром наш поход. И я только недавно понял, что я допустил одну ошибку. Мы быстро собирались, мы спешили, когда уже баллончик бахнули. И я кинул консервы в огонь, хотя должен был по правилам их вынести. Я понял, что это была моя ошибка. И я поехал сейчас ее исправлять. Диевка настолько очистилась, что в ставок Фоки вернулись лебеди. Или кто это? Минуточку. Кому-то, видимо, тоже не понравилось, что мы здесь немного намусорили. Жаль, что мы потеряли видеоматериал, где мы дегустировали эти две консервы. Мы забыли, на чей телефон снимали и не нашли это видео. Очень жаль. Баллончик. У меня появилась гениальная идея, как без пакета все это донести. Я довольно компактненько все тут укомплектовал в одну большую банку и нацепил ее на флягодержатель. Да, буду выглядеть как дебил, но ничего, зато вывезу мусор, который мы здесь оставили в прошлом видео. В общем, не будьте свиньями, забирайте с собой весь мусор, который вы принесли на природу, чтобы через несколько поколений у нас еще была возможность быть на вот такой вот плюс-минус чистой природе хотя бы.